Обрезать видео, сжать изображение, объединить два PDF-файла в один. Зачем скачивать и устанавливать большие программы, если есть одно решение для всех этих задач – OmniTools. Что самое интересное в этом проекте? Он не является продуктом бигтеха, создан энтузиастами, полностью бесплатный и с открытым исходным кодом. Это значит, что любой может посмотреть, как он устроен, и даже улучшить его. Исходный код лежит на GitHub. Можно установить OmniTools на свой компьютер или сервер. Это дает массу преимуществ. Никакой рекламы, никто не следит за тем, что вы делаете, все работает быстро, и вы можете быть уверены в конфиденциальности своих данных. Проект постоянно развивается, новые инструменты добавляются регулярно. Есть даже Discord-сервер, где можно предложить свои идеи для новых инструментов. Если возиться с установкой не хочется, например, просто нет времени, не беда. Создатели сделали готовый демо-сайт. Заходите, пользуйтесь инструментами, и все. Никакой регистрации, никакой рекламы, никаких ограничений. Просто работающие инструменты. Сайт работает быстро, интерфейс понятный и не перегруженный. Все инструменты расположены по категориям, так что найти нужный очень легко. Итак, какие инструменты там есть? Честно говоря, самые разнообразные. Для работы с картинками и видео. Изменение размера фотографий. Очень удобно, когда нужно подогнать картинку под требования соцсетей. Конвертирование картинок из одного формата в другой. Например, из PNG в JPEG или наоборот. Обрезка видео до нужной длины. Больше не нужно скачивать тяжелые видеоредакторы для простых задач. PDF-инструменты для работы с документами. Объединение, разделение, конвертация. Для работы с текстом – перевод текста в заглавные или маленькие буквы. Звучит просто, но часто это именно то, что нужно. Перемешивание списков в случайном порядке, красивое форматирование текста, убирает лишние пробелы, приводит к единому виду, подсчет слов и символов в тексте. Полезные штуки для жизни. Калькуляторы для подсчета дат. Можете узнать, сколько дней прошло между двумя датами или какая дата будет через определенное количество дней. Генераторы случайных чисел, например, для игр или розыгрышей. Математические инструменты, инструменты для работы с данными. Давайте теперь посмотрим несколько инструментов в работе. Я часто пользуюсь удалением фона. И здесь все предельно просто. Выбираем инструмент, загружаем фото. И все. Фон улетел, можно сохранить файл в формате PNG или скопировать в буфер обмена. Теперь распознавание текста. Да, с этим сейчас может справиться практически любой чат-бот, но здесь плюс — все эти простые мини-инструменты собраны на одном сайте. Работает, правда, только с JPEG. Грузим, и потом нужно будет выбрать язык документа для корректности распознавания. С мультиязыковыми документами работает откровенно слабо, а вот если на одном языке, то вполне себе. Есть несколько функций для более адекватного визуального оформления, например, не убирать абзацы. Сохранить потом можно или в TXT, или скопировать в буфер. Инструменты для работы с текстом. Что есть тут? Очень много всего. Посмотрим, как работает статистика. Это важно, когда ориентируешься на объем написанного текста. Есть несколько настроек для отображения данных. А принцип тот же. Вставляем текст и получаем статистику. Знаки, предложения, слова, абзацы и так далее. Можно поставить галочку и посмотреть, какие слова употреблялись наиболее часто. Работа с PDF. Разделить, сжать, объединить, защитить паролем и перевести в другой формат. Давайте вытащим одну страницу, например. Загружаем документ, указываем номер страницы, которая нам нужна. И все, сохраняется как PDF. Посмотрим видеоинструменты. Вырезать фрагмент, сжать, обрезать кадр. Тоже полезно и бесплатно без специальных программ. Пойди найди еще, где можно сделать. И тут тоже все понятно интуитивно. Грузим видео, отрезок, который нужно вырезать, можно задать вручную, а можно просто двигать ползунки на самом исходном видео. Ставим точку начала и конца. Все. Сохраняется в формате оригинала. И в завершении. Не знаю уж, насколько востребованный инструмент, но штука забавная. Для работы с временем и датами есть разные конвертеры, но давайте посчитаем время от даты до даты. Устанавливаем и получаем. Не знаю, в каких жизненных обстоятельствах мне это понадобится, но а вдруг? И последнее, что хотелось бы сказать, приятно удивляет, что все работает очень шустро и нет никакой рекламы.
Да, возможно, на первый взгляд OmniTools выглядит довольно просто. Но добавить страницу в закладки и пользоваться по мере необходимости – почему бы и нет? На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.